Привет, друзья! Сегодня будем дегустировать красный и зеленый чай юньнаньский из округа Фэнсин и не только. Вот, но прежде всего фэнсинский. Собрали коллекцию небольшую местного чая. И начнем с красных. Сейчас у меня 5 сортов красных и 3 сорта зеленых. Далеко не все, что мы будем сегодня дегустировать, но начнем с этих. Из красных у меня, значит, здесь есть шайхун местный, то есть это высушенный на солнце чаек. Потом, значит, маофен, он же диньхун маофен, но он такой немножко мельче, чем диньхун маофен, который более знаком русскому любителю чая. Часто бывает такое, чаще называют диньсы, но на самом деле это он ниже категории, чем диньсы, поэтому все-таки его называют маофен. И еще, значит, у меня здесь сунчжэнь, значит, высокой категории. Дазинья, большая золотая почка, и сунчжэнь обычный, ну то есть как бы, который не только одна почка, а который почка и 2 листика. Вот. Мне, кстати, он нравится немножко больше, чем только почечный, хотя он не такой красивый, но лист продает вкус, и получается чай такой более насыщенный, что ли, вот, более понятный, скажем так, нашему русскому вкусу. Вот. Поэтому так у меня 5 только гайвани, больше я не нашел. Мы будем пить, наверное, все, кроме ешенхуна, потому что он сильно очень отличается от всех этих чаев. Вот, начнем с сунчжэней, продолжим дазинья, большая золотая почка, невероятно ароматный чай. В прошлом году мы уже тоже ему радовали наших любителей чая, и в этом году тоже порадуем. Обязательно, как раз есть чем радовать. Вот. И маофен и шайхун. Делаю первый пролив. Первый пролив традиционно не пьем. Так, ну, первый пролив. Можно посмотреть по цвету настоя. Какой-то более светлый, какой-то более темный. Очень легко увидеть то, что почка дает всегда более светлый настой. Здесь только почечный чай, вот тоже только почечный чай. А вот чай, где больше листа, здесь 2 листа. Здесь 1 лист, 1 почка. А здесь шайхун. Шайхун это вообще абсолютно автономный продукт. Видите, он нечто среднее между этими двумя. Потому что сушка на солнце дает более такое нежное воздействие на лист, соответственно, и поэтому обычно шайхун очень нежный. И шайхун еще тем хорош, что он очень хорошо хранится. Даже из него тоже прессуют блины и, в общем-то, делают вполне себе схожие с шэньпуэром историю по выдержке и по хранению. То есть из него может делать лао-ча. Вот, он не портится при хранении. Так, первый пролив я сейчас солью, наверное. Хотя, может быть, чуть-чуть попробую, но так чуть-чуть. Самый плотный и самый мощный, конечно же, сунчжэнь с двумя листами и 1 почкой. Самый ароматный пока мне показался маофен. Но, наверное, в плане тонкости и вот такой цветочности аромата, то шайхун. Вот. Маофен немножко такую терпчинку дает в аромате. Почечные. Да, самый насыщенный сунчжэнь. Все чаи на самом деле разные, все достойные, каждый по-своему. Шайхун, он очень понравится любителям таких вот тонких цветочных чаев, может быть, чем-то даже. Вот. Я думаю, понравится любителям шенов, потому что отчасти есть что-то в нем и от шена тоже.
прежде всего технология. Малфен, по сути, это Динхун Малфен, то есть он как классический, имеет аромат и все остальное Динхун. Вот это вот Сунжэнь, который почечный, он очень хорош. Это прям вообще. Он очень тонкий, у него нету таких мощных вкусовых нот. Он такой вот именно типичный почечный чай для эстетов. Малфен конкретно такой мужской продукт. Дадзинья чем-то мне даже больше нравится, может быть, чем Дадзинья мне чем-то даже больше понравился, чем Сунжэнь почечный, вот этот вот первой категории. Вот. А Сунжэнь обычно мы сейчас заварим. На самом деле, мне кажется, что вот эти чаи, если их, так это уже предварительно отобранные чаи, то есть я уже их дегустировал, и сейчас мы просто решили повнимательнее их пропить еще раз, то, в общем-то, тут все достойны абсолютно, просто каждый человек найдет обязательно что-то свое в том или ином сорте, и тут, ну, вопрос, мне кажется, исключительно в предпочтениях личных. Второй пролив делаем. Сергей присоединился к дегустации. Вот, сейчас у нас тут мощно проходит экспедиция по Юннани. Все нашей командой, частью нашей большой команды. Вот. Кстати, вот эти вот Сунжэнь большой называют еще Дадзиньчжэнь. Мы такой тоже привозили в прошлом году. Большие золотые иглы. Вот. Действительно имеет золотистый, такой яркий золотистый цвет. И очень нежный чай. А мне почему-то Дадзинья больше понравился, чем Дадзиньчжэнь, потому что, ну не знаю почему, просто больше понравился. Может быть, за счет того, что у Дадзинья, скорее всего, не было обработки промежуточной стадии придания формы. Вот. И поэтому он такой более какой-то насыщенный, что ли. Так, Сергей, я думаю, за одной чашки попьем. Это у нас Шайхун, это у нас Малфен, это у нас Дадзиньчжэнь, это у нас Дадзинья, а это у нас Сунжэнь. Такие они все красивые. И все имеют немножко разный оттенок. На самом деле, самые похожие по насыщенности Сунжэнь и Малфен, потому что они имеют похожее очень сырье. Вот. То есть там используются листья и почки. Вот. А здесь только почки, вот, Дадзиньчжэнь и Дадзинья. А Шайхун, собственно, у него отличается, главное отличие, это не сушка финальная происходит не на машине фунган, которая при помощи температуры, а на солнце. Вот. Отсюда такой цветочный аромат, нежный вкус. Вот. И он практически невозможно его вывести в горечь. То есть Шайхун его может даже передержать. То есть она будет очень такой вот сбалансированный вкус и спокойный. Начинаем следующую дегустацию. Сейчас у нас снова 5 сортов чая. И здесь у нас сейчас будет зеленый чай.
Вот. И красный чай. Красных у нас будет 2, а зеленых у нас будет 3. Сейчас я подберу так, чтобы зеленые точно получили гайвани фарфоровые, а красные, я думаю, могут вполне себе справиться с глиной. Точнее, глина справится с красным. Так, сплоснем все гайвани после красного чая, особенно те, которые будут дружить сейчас с зеленым чаем. Сейчас у нас такие рабочие дегустации проходят продуктов, в котором уже есть относительная уверенность. Поэтому я тоже сейчас не использую весы. О, шайчин. Дашуда. О, ага. Еще нам 6-й сорт принесли. Туда сейчас добавим 6-й гайвани. Это шайсин ча, то есть это шенпуэр. Я его сюда помещу, наверное. Мы сейчас тоже заварим. Пока я приготовлялся, владелец фабрики принес еще несколько сортов, потому что фабрика, я говорю, большая, делает она все, что можно сделать. Вот, поэтому у нас получается итого тюише, воробьиные язычки, зеленый чай, потом, значит, инсы или серебряные нити, здесь у нас получается одна почка только. Потом, значит, то же самое, только одна почка и один лист. То же самое, только одна почка и 2 листа. Потом скрученный красный. Вот, и шампунь. Сейчас будем все пробовать. Того у нас получается 6 сортов чая. Наиболее мне сейчас интересно попробовать шампунь. Мы уже пробовали вчера, я в нем уверен, но мы решили заварить вместе еще разок. Вот. Поэтому сейчас у нас концентрация на зеленом чае. Градация, соответственно, чем больше листа, чем чай более доступный. Вот, то есть самый высокогрейдовый считается тот, который только почки, средний, у которого почка и листик, и самый доступный, где 2 листа и почка. Почему? По очень простой причине, потому что получается единица сбора, флеш, больше сырья дает, где больше листа, и дешевле получается работа сборщика, больше сырья он приносит, вот, и выходит чай более бюджетный, потому что фундаментом для ценообразования служит, для зеленого, для красного чая почти всегда служит стоимость свежего листа. Вот. Для некоторых других сортов фундамент может быть еще и в сложности обработки, в каких-то других моментах, но для зеленого красного однозначно это стоимость листа, потому что технология зеленого красного проще, чем, например, тех же улунов, если говорить про другие сорта чая. Так, делаем первый пролив. Вот интересно, в отличие от красного чая, у зеленого чая прозрачность и цвет настоя не так сильно разнятся, несмотря на то, что здесь вот, например, этот чай тут только-только вот 2 листа и почка, и он может быть чем-то даже светлее, но не такой вот, не такой даже более прозрачный, чем у того, у которого только один листик или у которого вообще только одна почка. Вот. Во-первых, ну, количество разное. То есть тут надо смотреть еще и на, тогда по-хорошему нужно заваривать с весами, чтобы очень четкое сравнение делать. Но тем не менее, у красного чая эта разница была заметна при тех же абсолютно условиях, поэтому мы можем оценить чай и так. Тюише имеет в запахе что-то общее
немножечко дает лонзином даже. Вот. Инисы. Прям четко. В аромате очень видна градация. Чем больше листа, тем более такой грубый, насыщенный аромат. Первый пролив мы не пьем, но я немножко сюда его пригубляю чуть-чуть. Что можно сказать? Пока мало чего можно сказать. Можно сказать, что однозначно хорош Тюэше, однозначно хороши красные, оба. Вот, Ешанхун я вчера уже дегустировал, он вообще вне всяческой конкуренции. То есть он такой идеальный просто Ешанхун, я бы сказал. То есть бывает, конечно, уже более высокой категории, но он и стоит по-другому. То есть это такая золотая середина в плане соотношения цена-качество. Я из Моэтани привез эту привычку из Гуйчжоу, где один товарищ сидел и все грыз, значит, этим почки, как семечки. Вкусные. Инсы я заварил очень крепко. Можно было пожить поменьше, слить побыстрее. Но все равно чувствуется очень благородный аромат. Я уже как-то говорил, многие тестеры, ну, каждый тестер имеет какую-то свою, скажем так, особенность в плане ассоциативных сравнений. И многие сравнивают чай с какими-то другими там продуктами, еще чем-то. Я чаще всего сравниваю чай только с чаем. Это, конечно, не потому, что я только чаем питаюсь, но, в принципе, можно честно сказать, что и так. Вот. Поэтому этот инсы я бы отчасти сравнил, может быть, с благородными белочунями и, может быть, с благородными чаями из Мендина. Вот. Причем он ну, вот, отвечает, скажем так, достаточно высоким требованиям, потому что ну, сырье очень хорошее, то есть тут ничего постороннего, случайно попалась такая штука, но это с дороги попалась. Только почки серебристые нити. Замечательный чай. Вот. И очень благородный аромат у него. У чая самого и после пролива тоже. В первую очередь сливаем чаи, которые чувствительны всего к завариванию, то есть зеленые, безусловно, потому что они, если перестоят, то уйдут в горечь. Поэтому мы их сливаем как можно быстрее. Начнем с зеленых.
вкусно. Приятно, когда тебе нравится все. Просто понимаю, что, конечно, какие-то чаи могут выделяться на фоне других, исключительно благодаря, скажем так, индивидуальным предпочтениям того или иного любителя чая. Вот. То есть чай отличается, да, но не сказать, что это лучше или хуже. То есть тут максимально разная палитра. То есть здесь просто цветы и пряности, здесь как бы больше уже зелени. Здесь еще больше зелени. Такой типичный привкус малофена, да, то есть такого вот классического китайского чая, который делают везде, по всему Китаю. Скрученный красный. Похож чем-то на дадинья. В общем, такой благородный дюньхун, скажем так. Ну и шэнхун тоже. Просто какие-то фрукты. Невероятный чай. И вот ешанхун, пожалуй, из красных, вот вообще вот с этого завода один из лучших вообще чаев. В плане аромата и вкуса и всего.